Знаете, порой возникает ощущение, что игры достигли своего предела. Современного геймера все сложнее чем-то удивить, потому что игровые компании и разработчики уже исследовали все жанры. И если в каких-нибудь приключениях или РПГ еще есть простор для фантазии, то как быть с гонками? Ведь вся их идея вращается вокруг одного слова – автомобиль. Для примера далеко идти не надо, возьмем всем известную жажду скорости, которая уже больше 10 лет топчется на месте, стараясь обрести новую себя. Были и онлайн-гонки, и что-то около автосимуляторов, и даже снова всеми любимые неоновые гонки с полицейскими погонями. Но и это оказалось не то, чего хотят игроки. Возьмем другой пример, более молодую, но такую же популярную серию игр Forza. Microsoft решила разделить ее на две подсерии, каждой из которых занимается своя студия. Сим-аркада в серии Motorsport разрабатывает Turn 10 Studio, а фестивальную Horizon Playground Games. Таким образом, независимо от твоих предпочтений, ты всегда сможешь найти игру, которая удовлетворит твоим требованиям. Однако, насколько интересна и привлекательна не была бы игра, ее основной целью были и всегда будут гонки, покатушки, поездки, называйте как хотите. А на одной механике далеко не уедешь. И начав играть в четвертую часть, у меня начало возникать ощущение того, что мне чего-то не хватает. А спустя десятки часов я точно понял, чего именно. Да, есть машины, тюнинг, открытый мир, онлайн-режимы и должно быть еще что-то. Так, приятная графика есть, огроменный автопарк тоже на месте. Блин, но все равно остается ощущение какой-то пустоты. Игре просто не хватает чего-то, того, чтобы могло действительно удерживать фанатов и мотивировать их играть дальше. Не поймите меня неправильно, Forza Horizon 4 действительно хорошая игра, но чем дольше ты играешь, тем больше начинаешь понимать, что кроме вышеперечисленных достоинств, то есть количества автомобилей и режимов для них, ей больше нечего тебе предложить. В игре нет триггера, который сподвигал бы игрока к эксплорингу окружающего мира. Чует моя пятая точка, что следовало бы мне вставить в начале ролика дисклеймер о том, что это, как оно там называется, мнение. Точно, это мое субъективное мнение, которое может не совпадать с вашим. В свою защиту хочу сказать, что я, как и вы все, считаю «Четвертый горизонт» хорошей игрой. Я наиграл в нее большое количество часов и не жалею о потраченном времени. Но все же, как обычная гонка, она меня не сильно впечатляет. А играю я в нее потому что, аналогов нету. Need for Speed, какими они бы не были, пройдены. Первый крюк пройден, второй не зацепил. 100-й раз возвращаться в одно и то же не очень круто. У вас, наверное, возник вопрос, почему я говорю про Horizon 4 и гонки в целом, хотя, судя по названию, ролик о пятой части. Ответ в одном слове – самокопирование. Я очень сильно переживаю, что Forza Horizon 5 это та же Horizon 4, только в другой обертке. Нет, серьезно, если не знающему человеку показать два скриншота обеих игр, то не каждый поймет, что перед ним две разные игры. Да, интерфейс немного другой и, на первый взгляд, визуально это все отличия. Все. Но если же смотреть глобальнее, то мы увидим вроде бы неплохую графику, но которая недалеко ушла, и физику абсолютно такую же, там с какими-то мелкими изменениями. По факту даже новых режимов нет, меня буквально коробят от этого. Что-то было уже в 4-й Horizon, что-то в 3-й, что-то в первых частях, но так или иначе большинство ивентов были взяты без каких-либо изменений, поэтому мне очень интересно взглянуть на Horizon Story, так как нам там обещали полноценного персонажа, который не будет болванчиком, а если и будет болванчиком, то хотя бы говорящим. И я очень надеюсь, что это привнесет хоть какой-то сюжет в игру, как, к примеру, это было в первой части. Даже автопарк сильно не поменялся. 10-20 новых тачек стоят новой игры, особенно если брать в пример четверку, где добавили десятки, если не сотни автомобилей со всеми DLC и обновлениями. Думаю, что отдельно стоит вынести слух, который разошелся про BMW. Мое мнение таково. Это глупость, просто какая-то шутка. Для тех, кто не понимает, о чем речь, я поясню. Недавно некоторые личности стали распространять слух, согласно которому автомобили пацанского немецкого производителя были убраны из игры полностью. И, что сказать, BMW в игре будет. Она есть везде, почти в каждой гоночной игре. Это не Toyota с ее тупыми правилами, плюс уже в меню нашли картинку с бумером. Уверен, что BMW тоже добавят, ибо они уже засветились в некоторых моментах презентации. Вероятнее всего, разработчики просто ждут удобного момента для того, чтобы показать данную марку автомобилей. Может быть, даже выделят отдельный стрим для них. Я даже не удивлюсь, если будет какая-нибудь конференция или опять же стрим, где сами баварцы покажут свой новый автомобиль. К примеру, новый М4 2021 года. Такое уже происходило неоднократно. BMW представляла свои новые тачки в играх. В Need for Speed 2015 года, в Payback, а сейчас Need
Need for Speed находится в разработке, поэтому автоконцепт может обратить внимание на Forza для пиара, так что помяните мое слово, BMW в игре все-таки будет. Справедливости ради, новый расширенный редактор персонажей меня устраивает вполне. Прически, протезы, тон голоса, одежды, все это круто. Ну и переходим к тому, за что у разработчиков летит хейт. Выбор местоимения. Объясняю, что это значит. Создавая своего героя, независимо от его внешнего вида, ты сможешь выбрать то, как к тебе будут обращаться. Он, она или вообще оно. И типа ок. Чуваки, вы серьезно за это хейтите разработчиков? Вот серьезно, это не Sims, не GTA, не какая-либо другая игра, где ты видишь персонажа 24/7. Это гонка, и лучше бы вы обращали внимание на что-то более важное, например, на графику. Но нет, вы устроите бугурт из-за местоимений. Как бы грубо это сейчас не прозвучало, но разработчики просто следуют трендам, чтобы угодить и таким, как вы, и таким, как те, кто сидит по другую сторону баррикад от вас. Ну, камон, ребят, Playground хотя бы не навязывают это. Создал мужика с мужицким именем, к которому все обращаются в мужском лице, и забыл на всю игру. Чуть ранее я затронул тему физики, и давайте лучше перейдем на нее. Так вот, я считаю, что она вообще не изменилась. Она вся такая же скользящая. К местной физике стоило привыкать, настраивать каждый автомобиль под себя, а новички долгое время, кроме полного привода, ничего не берут, ибо эти машины в Horizon банально просты в управлении. С одной стороны, я немного разочарован, потому что, по моему мнению, физику в Horizon 4 можно описать одной фразой: ни рыба, ни мясо. То есть я от нее не в восторге, но это и не NFS с их утюгами на Frostbite. Физика тут просто нормальная. Разработчики пятой части пошли по пути безопасного сиквела. Берешь рабочую формулу, меняешь местами слагаемые, увеличиваешь пропорции и новый продукт готов. То есть они просто взяли то, что вроде как работает, что многим нравится, и просто немного изменили. Хотя по геймплейным моментам у меня ощущение, что асфальтовую физику вообще не трогали. Однако, судя по словам опять же разработчиков, физику подвесок как раз таки поменяли. Упростили для большей аркадности на бездорожье. Плохо это или хорошо, я не скажу, потому что опять же многие играли в четвертую часть как раз из-за самой физики, которая им нравилась. Я все же надеюсь, что это лишь на футажах все выглядит абсолютно так же. А в самой игре физическую составляющую докрутили до более приятного уровня во всех аспектах. Я считаю, что стоило бы рискнуть и сделать ее чуть аркаднее в одних аспектах и менее аркадной в других. Horizon все-таки это аркадная часть Forza. Ее создавали как альтернатива сим-аркадному Motorsport. Во всем ее понимании Horizon и должна как раз таки приносить удовольствие от игры. Согласен, при заигрывании с аркадностью главное не переусердствовать, чтобы не превратить игру из аркадной в казуальную. Это довольно тонкая грань, которая у каждого игрока ощущается по-своему. Также у меня вызвало опасение то, что, судя по всем превью и геймплею, у разработчиков слишком повышенный интерес к оффроуду. Признаюсь честно, меня пугает тенденция пихать везде болото, пустыни, леса, все это как раз будет в игре, а вот про асфальтовые трассы речи почти не идет. Да даже на геймплейных футажах часто показывают как раз таки бездорожье. Не знаю как вы, но лично я не особо хочу играть в Dirt, когда покупаю Horizon. Я не против равного соотношения асфальтовых трасс к бездорожным, но когда я вижу 70, а то и 80% оффроуда, то складывается впечатление, что разработчики просто решили превратить свою игру в раллийную аркадку. Стоит дорогой, красивый автомобиль напротив шалашика в пустыне. Спрашивается, зачем надо было выбирать Мексику, где дорог толком и нет. В Horizon 6 будем по России кататься, наверное, по дачным поселкам где-нибудь в Челябинске. Как я уже неоднократно говорил, главные проблемы Horizon 4 для меня вращаются вокруг того, что в игре нет прогрессии и мотивации двигаться вперед. Просто не цепляет. Это можно решить банальным, более интересным поощрением игрока. К примеру, все та же сюжетка, ибо ее действительно не хватает. У тебя куча крутых тачек, на которых ты катаешься, разгоняешься до 300 км и выше, но отсюда вытекает следующая проблема. Начиная с третьей Horizon, в игре как будто нет драйва. Я не знаю, как это описать. Я имею в виду, что ты вроде мчишься на бешеной скорости, но совершенно не ощущаешь этого. Я понимаю, что сравнивать данную серию с Need for Speed это вкрайне верно, но именно Need for Speed справляется со всем этим лучше. С желанием играть, изучать, с ощущением скорости. Именно поэтому многие и ждут Need for Speed. Потому что в этом плане Forza все еще проигрывает. Сразу скажу, что опять же это субъективно, но все же не надо писать, что зачем нужен Need for Speed, когда есть Forza и все такое, людей много, разное мнение и так далее. Хочу подвести к концу вас данного видеоролика и хочу сказать о том, что мне удалось поиграть почти во все части Horizon. Особенно много времени я провел в третьей и четвертой частях, потому что они вышли на ПК. Xbox у меня не было, я играл у друзей. Когда я увидел трейлер пятой части, у меня буквально отвисла челюсть. Я офигел от количества эпика и кинематографичности.
части, но затем интерес просто стремительно начал угасать. Посмотрел геймплей, скучно, потому что видно, что помимо карты и немного видоизмененного автопарка ничего нового игрок не получит. Для тех, кто никогда не играл в Forza или играл немного в 4-ю часть, это будет хорошая игра. Для фанатов все та же конфета, но в другой обертке. А что думаете вы? Мне будет интересно почитать ваши домыслы. Да, игра, конечно, не вышла, и я не имею права полноценно ее так расценивать, как я это сделал в этом ролике, но это же все же разговорное видео, мне интересно услышать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.